Маленький мальчик дарит старушке свой зонтик под дождем. Она возвращает его в конверте с чем-то невероятным внутри. Том, 15-летний мальчик, которого воспитывала мать-одиночка по имени Мариса, у них было мало в жизни. И денег хватало только на еду 1-3 раза каждый день. Его мать работала уборщицей в пригвожденном к ногтю отеле. Но прежде чем идти на работу и домой пешком, чтобы сэкономить деньги, однажды Том заметил, что Мариса вернулась домой вся мокрая. «Мама, ты будешь больной. Почему ты шла под дождем?» — спросил он обеспокоенно. «Я в порядке, дорогая, мой зонтик сломался, потому что был такой сильный ветер, и я хотела вернуться домой вовремя, чтобы поужинать с тобой», — она ответила. Том знал, если твоей маме не понравится, и он сразу понял, что она вот-вот заболеет, он хотел убедиться, что его мать все так, что он действительно хотел получить полезный подарок на ваш предстоящий день рождения без. Я занимаюсь этим с тех пор, как знал, что Том копил свои карманные деньги месяцами, чтобы купить мне подарок. Он сэкономил в общей сложности $25, которых, как он надеялся, будет достаточно, чтобы купить маме хороший подарок. На самом деле Мариса проснулась на следующий день с лихорадкой. «Мама, не вставай с кровати», — сказал ей Том, — «я позабочусь о тебе сегодня». «Вот твои лекарства, пожалуйста, прими их», — говорит он и подал ей со стаканом воды. После того, как Мариса приняла лекарство, Томми сказал ей, что он скоро вернется, так как он собирается купить кое-какие вещи. «Мама, я буду рядом, когда ты проснешься», — сказал он и поцеловал ее в щеку. Том пошел в ближайший супермаркет купить продукты и угостить маму горячим. Когда Том пришел в магазин, чтобы купить маме подарок, чтобы он мог потратить остаток своих денег на продукты, он обратился к продавцу в магазине, который, как он понял, был днем рождения его матери, и сказал ему, что через несколько дней у него день рождения. Он решил купить подарок своей матери, чтобы он мог потратить остаток своих денег на продукты прямо сейчас. Он обратился к продавцу в зонтичном отделе и решил их купить. Вот первый. Он спросил что-то, что не сломается при ударе ветра и что прослужит долгие годы. «О, у нас есть несколько новичков, они довольно дорогие, но они построены так, что прослужат дольше. Они сделаны из более толстого и прочного металла», — объяснил мужчина. Том был особенно впечатлен, что они выглядят крепкими, сказал он и взял один из зонтиков с подставки. «Это любимый цвет моей мамы, я уверен, тебе бы понравилось». Том перевернул этикетку, проверил цену, было $22, что у него осталось около $3, чтобы купить еду. С зонтиком в руке он ходил по супермаркету в поисках еды. Он нашел куриный суп в банке всего за $1 и потому что легкий. Что у него есть, Том не мог не улыбнуться после того, как получил свои $25, чтобы купить все, что ему было нужно для своей матери, у него даже было $2 осталось. Когда Том вернулся из магазина домой на фоне внезапно начавшегося дождя, он побежал к ближайшей автобусной остановке, где решил укрыться от дождя. Оттуда он издалека заметил пожилую женщину, которая очень медленно шла под дождем. Томми знал, что женщина не преимущество стоять, даже если она промокла от дождя. Почему она не перестает часто ходить, он спросил себя, не вытаскивая зонт из твоей сумки, и решил побежать за старухой. «Привет, девочка, тебе не следует гулять под дождем. Ты можешь заболеть, моя зовут Том, позволь мне найти тебя». Когда она почувствовала, что дождь внезапно прекратился, она подняла глаза и заметила, что зонтик снова защищает. «Спасибо, молодой человек, я знаю, как защитить. Что ты помогаешь мне, меня зовут Элизабет», — сказала она и положила руку на Тома. «Пока мы шли хорошо для тебя, ты мог бы купить свой зонтик до того, как начался дождь», — прокомментировала она. Том покачал головой. «Это должно быть подарком для моей мамы. Ее зонтик сломался, и она вчера промокла под дождем, а теперь у меня жар. Я хотела купить что-нибудь, что можно использовать годами». «Мне так жаль, любовь», — извинилась Элизабет. «Ты использовал то, что подарил только из-за меня. Тебе не следовало этого делать», — сказала она и медленно остановилась. «Уже все в порядке, по крайней мере, я смогла его протестировать. Продавец был у меня права, он намного прочнее, чем обычные зонтики, которые мы видим в наши дни». Том улыбнулся ей и попытался заставить тебя почувствовать себя лучше. И с нетерпением ждал, когда его мать через несколько дней у него был день рождения. Он приготовил горячий суп и залатал свою маму, пока она не поправилась. Через 3 дня проснулся для взволнованной и протянул подарок своей маме с днем рождения. «Мама», — говорит Господи, и подарила его.
«Да, я надеюсь, тебе понравится. Да спасибо», — сказала Мариса, взволнованная усилиями своего сына. Она открыла подарок и была удивлена, увидев в нем зонтик и конверт. «Что там внутри?» — она с любопытством спросила. Глаза Тома расширились, когда я понял, что Элизабет положила что-то в подарочную коробку без его ведома. Когда она открыла ее, она нашла $3000 наличными и записку на подставке: «С днем рождения, я надеюсь. У вас будет замечательный праздник с вашим сыном. Спасибо, что вырастили такого милого и милого мальчика». Мариса рассказала, что на днях по дороге домой из магазина он наткнулся на старушку. Он поделился зонтиком со старушкой, и она осталась ему в подарок, пока они ждали, когда прекратится дождь. Перед тем, как начать готовиться к дню рождения Мариты, они с Томом пошли в дом старой леди пригласить ее. Они провели весь день вместе и стали хорошими друзьями. Да, что мы можем узнать из этой истории? Это зависит от того, как рассказать своему ребенку. Том мог игнорировать Элизабет, пока они гуляли под дождем против, но он решил помочь. Здесь даже если это означало, что подарок использовать то, что изначально хотел сделать своей матери. Марис привлекла его к доброму, сострадательному молодому человеку, хотя не важно, что у вас было в жизни. Пока у вас доброе сердце. Том и Марис влюбились и были счастливы своей простой жизнью, они не желали друг другу большего, чем то, что у них было. И были довольны тем, что у них было друг друга, и хватало на всех. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.